Мощный 8-ядерный чипсет, оперативная память до 24 гигабайт, внутренняя память до 256 гигабайт, экран с частотой обновления до 90 Гц, 32-мегапиксельная суперчеткая камера, защита по стандарту IP64 от пыли и влаги, стильный дизайн, бронепрочная сборка, аккумулятор емкостью в 5000 мАч. И обо всем и не только можно прочесть в рекламе к смартфону под названием Realme Note 60. И да, он стоит в районе $70, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу, разумеется. Распаковка. Поставляется эта модель в желтой коробке из плотного картона. Упаковка обыкновенная, в комплекте смартфон, наклеенная защитная пленка с неплохим олеофобным покрытием, что максимально удивительно, силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного полноценного слота под 2 сим-карты и microSD до 2 терабайт, блок питания на 10 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит смартфон 187 граммов, а размеры 167 на 77 на 9 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Вчера только, кстати, разыграли очередной. Еще осталось 2 или 3 Poco X6 Pro, потом буду разыгрывать Poco X7 Pro. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Огромное спасибо всем, кто подпишется. Повторяю, что исходники фото и видео в моей личной телеге, а болталка у нас тоже отдельная. Начнем. Приобрести данный девайс можно в голубой и черной расцветке. В целом, как и прошлую модель Note 50. Внешне изменений мало, только слегка изменили блок камер. Но мне, к слову, дизайн Note 50 больше импонирует. Тыльная часть и рамка выполнены из пластмассы, качество материалов, как и сборка, неплохая. К минусам можно отнести черную рамку по периметру экрана, а также каплевидный вырез под фронтальную камеру. Но так дела обстоят у большинства бюджетных смартфонов. Плюс за официально заявленный стандарт защиты от влаги и пыли IP64, а также поддерживается технология распознавания сенсорных операций даже с мокрыми руками или мокрым экраном. Но работает это дело плохо. Грани прямые, в руке смартфон лежит комфортно, и использовать одной рукой его можно, хотя все, как всегда, зависит от размера вашей ладони. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно для бюджетника, мини-джек, что радует, на 3,5 мм, микрофон и динамики. Звучание по-прежнему здесь моно, но круто, что Note 60 поддерживает технологию Aurality Audio с 4 предустановленными эквалайзерами, да и звучание, кстати, для моно не самое плохое, что я встречал за эти деньги. Вибромотор для подобных габаритов и веса средненький, но качество вибрации простенькое, и силу вибрации настроить нельзя. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем, а это значит, у нас нет шима, на 6,74 дюйма с разрешением 1600 на 720 пикселей и плотностью пикселей в 260 ppi. В плане экрана улучшений нет, как в целом и по процессору, но об этом слегка позже. Подбородок не маленький, но и не самый большой, что я встречал в этой ценовой категории. Соотношение экрана к корпусу 90,3%. Яркость, по моим замерам, на 100% яркости 300 люксов, а с функцией автоматической регулировки яркости 370 люксов, что прям безумно мало, и вспоминаем iPhone, который тоже на IPS. Сравниваем, понимаем, что разница в 2 раза, и вот такие мы IPS хотим. Сделайте смарт подороже, но поярче. Яркости мало для использования на солнце, но я бы не сказал, что так критично. В помещении можно пользоваться. Частота обновления экрана максимум 90 Гц с автоматическим режимом, также есть стандартный 60 Гц. Мультитач на борту, и экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно, частота же дискретизации касания 180 Гц. Сенсорный отклик меня не особо порадовал, особенно на улице при минусовой температуре. Далее, разблокировать экран можно при помощи отпечатков пальцев. Работает это дело хорошо, но бывает, что он срабатывает через раз. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, но можно завести 5 других отпечатков. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо, даже под небольшим углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Тут все стандартно. Летим дальше. Процессор все тот же. Unisoc T612 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 1,8 ГГц. Графический процессор ARM Mali G57, оперативная память LPDDR4X на 4,6,8 ГБ, внутренняя память медленная eMMC версии 5.1. Это боль. На выбор 64, 128 или 256 ГБ. Операционная система Realme UI на базе Android 14 версии. Система работает неплохо, подвисания бывают, но очень редко. Приложения подгружаются не моментально, но довольно быстро. В случае работы нескольких приложений в фоновом режиме производительность не особо проседает. Из интересного на борту есть мини-капсула версии 2.0 для отображения различной информации в области фронталки. Стандартный есть Android Auto, персонализация интерфейса, специальные функции, такие как шумоподавление СИ во время вызовов, бесконтактные жесты для управления, что круто. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже
же, для 4G все бенды на борту, связь смартфон ловит довольно хорошо, по скорости все в пределах нормы. Датчик приближения работает без нареканий. Bluetooth-чип установлен в версии 5.0, NFC-модуль отсутствует, за что однозначно минус. GPS однодиапазонный, работает все очень медленно, что неудивительно для супербюджетника, а точность в городских условиях в лучшем случае 4 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 10 часов 41 минуту, что в целом хороший результат, но опять же экран не яркий, частота обновления 90 Гц. Note 60 поддерживает быструю зарядку до 10 Вт, заряжается смартфон от 0 до сотки за 2 часа 15 минут в среднем. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно, как и нет реверсивной. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi до 4% максимум. В играх за 1 час в среднем уходит 20% в зависимости от игры. К примеру, Wild Rift за 1 час уходит 15%, а в Genshin Impact 20%, но играть в эту игру совсем некомфортно. С другой стороны, даже в PUBG Lite из-за плохого сенсорного отклика не поиграешь. Плюс тач довольно часто залипает практически во всех играх. То есть в лучшем случае казуалочки, что-то подобное. Опять же, модель не про игры. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест смартфон проходит со следующим результатом: 154 гипса минимум, максимум 173 и в среднем 165 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 433, в мультикоре 1510, в GPU-скоре 461, 3D Mark Wildlife показал 118, Wildlife Stress Test 436, Wildlife Extreme Stress Test 118, Slingshot Extreme 996 и Slingshot 1515. В Antutu 255 тысяч, в Storage Test показал 13 тысяч, это ультра мало. Стресс-тест прошел, соответственно, нерадужно. По камерам. Основной сенсор на 32 мегапикселя с апертурой 1.8, также есть дополнительный сенсор глубины, запись видео доступна с основного сенсора максимум в 1080p 30 fps, фронталка на 5 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у нее 720p 30 fps. Стоки на смартфоне имеет небольшое количество различных режимов, вспомогательных функций, как и в целом у большинства других смартфонов. Камеры слабенькие, видеосъемка бюджетная, но вот по фото смартфон показал себя неплохо. Короткие примеры видео вы уже видели, думаю, их хватило, чтобы понять, на что способна камера данной модели. А вот примеры фотографий вы сейчас увидите. Минусы: сенсорный отклик у экрана местами расстраивает, нет NFC-модуля, такой же экран и процессор, как в прошлой модели, нет ИК-порта, монозвук, плохой тип внутренней памяти. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Realme Note 60 более актуальный, чем прошлая модель, по таким причинам, как новая операционная система, больше оперативной памяти, лучше стандарт защиты, а также есть улучшения по камерам. По производительности, если учитывать результаты в бенчмарках, прироста нету, но из-за более лучшей оптимизации системы работает смартфон лучше, чем прошлый. С другой стороны, есть смартфон Poco M6, есть M5s, как вы помните. Помимо этого, есть еще различные смарты из разряда Redmi Note, которые постоянно продаются с какими-то лютыми скидками, даже Poco C-серии. Так что подобные ультрабюджетники — это не безальтернативность. Просто когда ты покупаешь за такие деньги смартфон, там уже в 10 тысяч раз надо больше думать, чем флагманы, потому что флагманы плюс-минус одинаковые. А у этих при одинаковом ценнике разброс по функционалу и возможностям может быть просто космос. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, чтобы я продолжал подобный банкет. От меня девайсу скромное, максимально скромное, да, вдруг вы по баллам его будете покупать как звонилку. Он, в принципе, пойдет. Все зависит, как говорится, от цены. Добра и удачи вам, дорогие друзья.